Всем привет! Продолжаем рассказ нашего длинного перелета из Санкт-Петербурга в Бангкок. Сразу после перелета мы обменяли $50 на 1750 бат в аэропорту Суварнабхуми. Далее на первом этаже мы сели в такси с таксометром, отстояв большую очередь. Но нам, как всегда, попался меркантильный таксист, который просто отказывался вести по таксометру. Он сказал, что на глаз это будет 700 бат и нет смысла включать таксометр. Мы же настаивали на своем, и в итоге наша взяла. И на половине пути он поднял тряпочку, которая скрывала таксометр. И в итоге мы доехали намного дешевле 700 бат. Как всегда бывает, у нас настоящий квест заселиться. И смотрите, мы приехали в кондо, причем называлось оно по-другому, нам написали в Airbnb. Было название одно из 3 слов называется. По факту оказалось, что название абсолютно другое. Мы с таксистом еще спорили, в итоге мы оказались правы. Нашли вот этот ящичек, и потом в нем оказывается еще 3 связки ключей. Наша... их там вообще, смотрите, штук 10. И наша именно вторая. И у нас есть пин-код от этого замочка, и там будут наши ключи. Представляете, как интересно придумали, чтобы не париться, там не встречать и так далее. Это Таиланд, детка. На этом квест еще не закончился. Мы ввели правильный пин-код, который нам нужен. И не открывается ключ. То есть непонятно, что делать с ним. Мы вот там вот этот рычажок делаем, но вообще никак он не реагирует никаким образом. По факту мы приехали в час дня, уже почти 7 часов вечера. Мы еще не заселились со всеми нашими приключениями. Оказывается, надо было нажать сюда, так вот сюда. И еще вот так вот очень сильно нажать. Короче, тут открывается и вот. Ну да, мы уже спросили у людей, мы уже пытались тут еще у кого-то спросить. Ну ладно, мы наконец-то попадем. У нас двухуровневая квартира, вот это вот 2-й этаж со шкафом, с гладильной доской, утюгом, всем, чем только можно. И внизу у нас получается 1-й этаж, где у нас кухня, даже балкон есть, Маша говорит. За окном стиральная машина. Вид наружу я сниму уже завтра, а сейчас вот чуть покажу еще вот тут большой телевизор, столик такой красивый, еще какой-то столик, ну и ванна с вытяжкой, точнее самой ванны нет, как видите, а вот и на этом спасибо. Вот такой вот у нас вид из окна. У нас 1-й этаж, можно обратить внимание, что видно вот это хайвей, дороги в Бангкоке знаменитые. Можно заметить ресторанчик. На балконе есть стиральная машинка, что очень здорово. До бассейна идти очень близко, прям вот буквально совсем чуть-чуть. И, как полагается, везде в Таиланде на утро к нам пришла очередная кошка. Тут еще где-то были котята, огромное количество. Надеюсь, они тоже к нам придут. Ну и сейчас покажу вам бассейн. Правда, не глубокий, по-моему, 110 сантиметров. Самый его главный плюс это в том, что тут можно купаться аж до 10 вечера. Это очень круто, потому что, как правило, 8-7 часов уже закрывается. И много раз было так, когда целый день там где-то катаешься, снимаешь, работаешь, еще что-то делаешь, приезжаешь там часов 8-9, хочется скупнуться, а бассейн уже закрыт. Видите, в бассейне даже есть вот такой вот джакузи. Также у нас тут есть, конечно же, фитнес-клуб. Ну, тут тренажеров немного, но все, что нужно, есть. Но, что мне нравится, тут можно сидеть, крутить педали и смотреть на бассейн вот с таким видом. Красота. Ну и тут можно заметить обязательно алтарь, как принято в Таиланде. И что мне тут нравится, это вот здание, которое возвышается очень гордо. Можно обратить внимание, что парковка тут не крытая. Это, конечно же, минус. Но что меня всегда очень сильно удивляет, вот после Питера, это когда видишь вот так вот велосипеды, и они не привязаны цепью, знаете, там не обмотаны, не спрятаны куда-то. Вот просто так стоят, их никто не трогает, их никто не крадет. Это вот всегда у меня очень вызывает большие такие эмоции. Я надеюсь, что когда-нибудь и в Питере тоже так будет, при моей жизни. Еще очень интересная вещь, видите, Food Pickup Point, то есть доставка еды. Вот кто-то заказал воду, сюда поставили, сфотографировали,
Человеку отправили, он выходит и забирает. Это очень удобно. Мы вот только недавно проснулись. Наш кондо находится совсем рядом. И тут, видите, такая магистраль. Мы сейчас идем в 7-Eleven. У нас задача минимум это позавтракать, уже, правда, на самом деле поужинать. Потом нам нужно купить сим-карту и чуть-чуть посмотреть, может быть, какой-то увидим рядом красивый храм. Ну, какие-то достопримечательности. Ну и, конечно же, покажем немного Бангкок, потому что тут прям все очень колоритно. О, можно воду тут набрать. Что мне больше всего нравится в Бангкоке, это вот такие вот улочки, где даже, видите, если едет какой-то... Если едет мотоцикл, то нужно сразу прятаться. Я, конечно, таких улочек нигде не видел. Вот фрукты, овощи уже радуют. Еще один водомет. Кофе можно, смотрите, за 10 бат всего. Правда, работает, не работает, но у меня мелочь есть. Давай проверим. Да, всего за 10 бат мы сейчас получим кофе. А может быть, не получим. Не, ну вон налилось. Получили. И вот тот самый 7-Eleven. Мы по нему так скучали, что прям сейчас звук будет. Мы зашли в 7-Eleven, а уже эмоции переполняют. Вот эти звуки, запахи, вот эти всякие чипсы, которые мы уже практически все, ну не все на самом деле, мы треть точно перепробовали. И вот самое интересное, это вот эти вот обеды, которые можно купить за 39, за 15 бат, за 15 бат это рис, за 49 бат, еще за сколько? 47. За 47 бат. Различные сосиски. Бургеры можно купить вот такие вот. Кстати, они очень даже добротные, если их разогреть. Иногда они нас очень сильно спасали где-то в дороге. Можно было их перекусить и поехать дальше. Наши любимые уголочки. Да, и наши любимые уголочки вот это прям вообще. Если где-то остановился с кофе выпить, это прям вообще что-то с чем-то. Мы, наверное, все перепробовали, да, Маш? И еще мой любимый вот этот вот йогурт, который 0%, но почему-то, видите, он в 7-Eleven 64, 56, а в Макро и в Big C он по 40, там по 45, 4 штучки. Смотрите, даже вот Jet Fruit по 35 бат всего. Причем иногда даже не в 7-Eleven, просто на улице стоит намного дороже. Поэтому мы обязательно сейчас возьмем и попробуем. Это очень вкусно. В 7-Eleven расплатились нашей картой Банка Солидарность с платежной системой Union Pay. При оплате 80 бат списалось 143 рубля. Выходит округленный 1 бат, это 1,7-1,8 рублей. Также мы уже купили сим-карту, потому что без сим-карты очень тяжело, когда нет интернета, и какие-то рабочие моменты нужно сделать, и нужно там посмотреть, где мы находимся, почитать про что-нибудь. Мы изначально хотели сим-карту купить еще в аэропорту, потому что нам нужно было ехать на такси, смотреть, куда именно мы поедем, потому что тайские таксисты не всегда знают, куда нужно ехать. Но в аэропорту стоимость какая-то просто космическая. Там симки буквально что-то 7 дней начинались от 399 бат, а если вы брали на 1 месяц с интернетом, то это уже в районе 900 бат было. То есть какие-то астрономические ценники, а учитывая, что на прошлой зимовке мы покупали всего за 290 бат, у нас был безлимитный интернет. В аэропорте никогда не стоит покупать сим-карты, они там просто по нереальным ценам. Когда вы уже будете в каком-то там городке, зайдите в обычный любой какой-то магазинчик с сим-картами, как мы и сделали. Точнее, мы изначально зашли в 7-Eleven, нам показали магазин напротив, и там был именно магазин сим-карт. Мы купили сим-карту компании AIS One to Call, безлимитный интернет, плюс еще звонки, и получилось, что стоит всего 250 бат. Точнее, сим-карта стоит 50 бат, а сам тариф 200 бат, и каждый месяц мы будем продлевать. Довольно хорошая цена. Мы не совсем поняли, можно ли через месяц будет пополнить эту карточку через 7-Eleven, как мы делали раньше, но они сказали, что точно можно через их магазины, их компании пополнить, либо через интернет-банкинг. Очень интересно, что сим-карту можно пополнить еще через тайский интернет-банкинг. Мы как раз-таки сделали себе карточку Бангкок банка в прошлой поездке. Причем это сделать максимально просто, буквально 2 нажатиями, вводом своего номера телефона и нужным количеством бат. На самом деле очень до сих пор еще не выспались, такое состояние.
По моему лицу видно, в принципе, какое состояние. Маша говорит, по ее тоже. Чуть-чуть надо адаптироваться, потому что очень долгий перелет был, очень все это тяжело. Нету понимания, что ты уже вот в Таиланде, потому что идешь и не понимаешь, что происходит, какой-то сон как будто бы идет. О, сейчас мы вот в этот храм зайдем. И мы с Машей были в Бангкоке в 17-м году, в 19-м, но именно тут мы не были, а тут прям такие какие-то трущобы и ощущение, что ты в большом городе, столицы нет. Ощущение какой-то такой провинции маленькой. Видите, такие узкие улочки. Но когда чуть-чуть смотришь вверх, то видишь вот такие небоскребы. И приходит понимание, что ты все-таки в каком-то огроменном городе. И как раз-таки именно этим и интересен Таиланд, что сейчас Паша сказал, ты идешь, а внизу у тебя находятся такие маленькие здания, как будто ты находишься в какой-то деревушке. А когда ты поднимаешь голову, ты видишь над собой огромные возвышающиеся здания. И это как раз-таки вот вызывает большой интерес больших городов в Азии, потому что здесь такое сочетание несочетаемое. И это, конечно, очень удивляет. На входе сразу видим, видите, тут надо, наверное, обувь снимать, но я не особо хочу тут идти босиком. Такой долгий путь. А вот дальше, перед ступенями, да, мы уже снимем обувь. Мы поднимаемся по лестнице, и смотрите, какая тут красота, прям невероятно. Учитывая, какая тут музыка, скорее всего, это индийский храм. Это еще я понял, когда увидел на входе божество с синим лицом. Ну да, это индийский храм, очень красиво тут все сделано, у тайцев по-другому. Маша сказала, на нее не очень одобрительно посмотрели, учитывая ее разрез, наверное. Вроде бы маленький, в принципе, тайцы нормально к этому относятся. Посмотрите, вон там вот такое здание, оно как будто чуть-чуть разрушено, это специально оно так построено, и этим интересно. Там есть обзорная площадка, и можно увидеть как раз-таки весь Бангкок. И есть такие специальные стеклянные полы, если не ошибаюсь, и очень красиво светится это здание, прям подсветка. Мы надеемся, что туда тоже зайдем, покажем вам. В Бангкоке на самом деле много не только тайцев, но и других национальностей, и в частности как раз индусов, и поэтому здесь достаточно много индусских храмов. Вот первый мы нашли буквально рядом с нашим домом, а возможно в еще один очень интересный зайдем, который находится чуть-чуть подальше. Смотрите, выходим с одного храма, и сразу же практически напротив еще один храм. Мы удачно расположились. Я через Airbnb, когда арендовал место, старался найти, чтобы в шаговой доступности можно было дойти в какие-то достопримечательности. Потому что когда мы в прошлые разы были в Бангкоке, нам приходилось довольно долго ехать, чтобы попасть в центр, там на автобусах, на электричках. Лучше уж чуть-чуть переплатить, но ты будешь в самом центре. Еще один храм, мы его быстренько покажем. Если вы побываете в Бангкоке, то храмы — это именно то, что стоит посмотреть, потому что они выглядят просто невероятно. Ну и, как обычно, везде при храмах вот такие вот добрые сонные кошки. На заборе сидят такие золотые петухи. И вот такой вот красивый храм. Ламы, которых вы сейчас видели, обычно живут при храмах, вот в таких вот построечках, вон там вот сбоку находятся, и, собственно, осуществляют тут службу. Они, естественно, не работают, их основная деятельность — это служение храма, также и уборка прихрамовой вот этой вот территории. И, что удивительно, они живут только за счет подношений прихожан, поэтому люди, которые здесь оставляют еду, которые оставляют здесь деньги, собственно, за счет этого храм и ламы живут. Ну и еще коты. Для кошатников это, конечно, благодать. И что еще удивляет, смотрите, вот выходишь, вроде там такие трущобы, и тут раз такой вот
густой-густой лес, прям густая чаща. И это вот центр Бангкока, да, насколько необычно. И смотрите, мы вот прям вышли из одного храма, и сразу же какая-то еще достопримечательность. Скорее всего, там интересно, идем туда. Ну и видите, до сих пор везде, в каждое место, когда заходишь, написано, что нужна маска. И нам под видео очень многие писали, вот еще даже летом: ребята, почему вы в маске, там что, не отменен масочный режим? Он отменен еще с 1 июня или июля, не помню, но именно тайцы практически всегда в помещении, даже на улице, до сих пор еще ходят в маске. Ну вот вы можете увидеть, да, даже человек там бегает, и то он в маске бегает. Как оказалось, мы зашли на кладбище. Но это не просто кладбище, тут еще парк какой-то национальный. Видите, тут всякие дорожки беговые, то есть это настолько разрыв шаблонов. Даже есть зал муай-тай. То есть рядом кладбище, сразу же тут муай-тай, фитнес-клуб, тут бегают, и парк еще национальный. То есть настолько необычно. О, качалочка, причем такая олдскульная. Да, такие есть типично тайские, балийские, где за, не знаю, там за 3 копейки можно позаниматься. Мы обзор таких качалок у нас делали на канале раньше. Да, прям бесконечная качалка. Тут на человек 100 можно запустить, и всем хватит снарядов. Просто однотипные снаряды везде. Это велотренажер. Только что узнали, сказали, 150 бат стоит 1 месяц абонемент. Там заполняешь какие-то данные свои, рост, вес и так далее. О, смотрите, можно в волейбол поиграть с тайками. Или во что они играют, непонятно. Баскетбол, правда, там все лужами залито. О, баскетбол прям любители. Привет. Такие доброжелательные все. Прям вот почему у нас нету такого вот? Приезжаешь в другую страну, все улыбаются, все тебе рады. У нас приезжаешь, на улицу выходишь, как будто ты всем денег должен и не отдаешь, не знаю, лет 5. Вот это просто невероятно. Мы вот сюда и хотели изначально прийти. Картинка на рабочий стол. Самое необычное, смотрите, внизу получается вот такой вот бассейн. И там, насколько я вижу, рыбы, скорее всего, их можно покормить. Да, вон, я вижу, люди кормят. Сейчас мы это тоже сделаем. Маша обожает кормить всех, кого только можно. Просто невероятно. Смотрите, такие небоскребы, а мы вот в таком вот зеленом оазисе. Ну вот, видите, идет кормежка рыб. Ну, стандартно, это тайские такие, белые рыбы с красной головой. Видите, тут еще куча фонариков висит, скорее всего, ночью тут вообще красота. Ну и получается, что вот на этот постамент можно зайти по 4 таким мостикам и тут уже наслаждаться красотой. Девушки занимаются ушу, 5 из них кушают, 1 показывает что-то. Просто невероятно. Смотришь, ты находишься как будто где-то, я не знаю, в Нью-Йорке, когда поднимаешь голову, а снизу тут вот такой традиционный Таиланд. Только что тайская женщина подошла, нас вежливо сфотографировала, узнала, что мы с России. Она спросила, надолго ли мы тут. Очень нравится доброжелательность тайцев. Вот подойдут сюда, пообщаются, это вот всегда подкупает. Когда долго живешь в Таиланде, там уже 3, 4, 5, 6, там 8 месяцев, потом приезжаешь в Россию, это очень сильно не хватает. Не прошло и дня, да, как мы в Таиланде, а уже люди подходят, помогают, подсказывают, улыбаются. Доброжелательность тайцев, и это вот очень сильно подкупает. Тепло, фрукты, красоты природные, да, но вот это все равно не полная картина. Вот именно добродушность тайцев — это еще 30%, которые можно в копилку кинуть и которые можно обязательно отметить. Мы решили чуть пройтись, потому что вот посмотрите, какая красотища тут, такие прям лианы. Самое интересное, что люди бегают, рядом кладбище. Я так понимаю, китайское, потому что там иероглифы. И тут же можно прям покушать, с музыкой посидеть. В Таиланде очень много китайцев тайского происхождения. То есть это те, кто давно переехал в Таиланд и живет здесь. Поэтому здесь очень много культуры Китая. То есть есть и храмы, и, как вы видите, кладбища, и, собственно, жителей тайского происхождения. Немного в голове не укладывается. Представляете, это кладбище, тут все затоплено. Ну, видите, у всех разные традиции. Но прям бегающих людей тут невероятно много.
Здесь на самом деле другое отношение к смерти и к похоронам. И когда случается это достаточно трагическое, да, для российского жителя событие, то для тайца это чуть иное. Считается, что душа перерождается, и она уходит в мир, где ей лучше. Вот, и поэтому они счастливы, и они не плачут в день похорон, они смеются, радуются и стараются максимально как-то показать хорошее расположение духа. Маша нашла очередного кота для глажки. И смотрите вечером, какая красота. Все светится, просто невероятно. Отсюда вид открывается, конечно, вообще невероятный. Все светится, такое ощущение, как будто бы Новый год буквально вот сегодня, завтра. И здания переливаются, и все остальное. И еще нашли по пути к дому вот такую вот необычную картину. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!